Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Что случится, что произойдет в ближайшее время? Что скоро, а возможно и неожиданно придет на ваш порог или в вашу жизнь? Цыганский старинный пасьянс – события ближайших дней. И вот что буквально со дня на день будет происходить в вашей жизни, давайте мы узнаем у карт пасьянса. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Однако надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Итак, что ж там будет со дня на день происходить? Ну, со дня на день, конечно, я специально не ставлю конкретных сроков, потому что у кого-то, допустим, быстро не решается вопрос. Да и мы, опять же, все разные. Но, думаю, неделя, ну, может, две. Плюс-минус. Итак, смотрю я, смотрите и вы. Что нам покажут? Именно демонстрируют карты. С чем могут быть связаны события в ближайшие дни? Есть у вас доброжелатель. В наше сложное время это уже немало. Ангел выпадает. Это, знаете, могут быть и люди, которые, ну, может быть, принадлежат к вашей семье, близкие люди. Но это точно так же может быть какой-то человек, даже который занимает какой-то пост, да, который, ну, идет вам навстречу или способен вас выслушать и как-то откликнуться. Есть тема, по которой вы переживаете. Вот, кстати, вот это значение, да, как череп, это не есть что-то такое реальности нашей, да. Скорее, это свидетельствует именно о внутреннем каком-то мире вашем, когда вы думаете, получится, не получится. Вот не нужно себе добавлять ненужных эмоций. Вы как будто не одни. Может быть, для кого-то обстановка новая, не знаешь, как поступить, не знаешь, какой отклик, да, то, что я сделаю, какой отклик получит. Но вот пока не вижу совпадений. Ладно, давайте посмотрим дальше. Вообще, когда мало совпадений, спокойное течение жизни. Может быть, это у вас. Так вот все размеренно и уверенно хочется сказать. А смотрите, у вас выпадает подкова. Раньше это как символ удачи, а в пасьянсе это прописано семейное счастье. Это порядок в доме. Это и согласие с близкими. То есть сами по себе стены, да, могут быть для кого-то, да, или вопросы недвижимости, которые решаются, по крайней мере, в ближайшие дни или решены. Ну, когда больше уверенности к вам приходит. И с домочадцами тут тоже как будто полный порядок. Вот смотрите, закрытый путь. Куда-то вы, может быть, и уже не собираетесь отправляться, или какой-то вопрос, все-таки замок может означать, что мы ряд вопросов каких-то решили, и вот теперь мы ставим в этом точку, словно можем вздохнуть свободно и дать себе отдых, паузу, или жизнь принимает какой-то более размеренный темп. Конечно, для кого-то из вас это может означать, что вы куда-то собирались, а потом передумали, или куда-то даже поехали, может быть, да, с целью решить какой-то свой вопрос, а там вдруг буквально закрыто, ну, мало ли, может быть, какая-то инстанция или какие-то переносы по времени. Но с учетом всего того, что выпало, мне хочется сказать, что, скорее всего, вы как будто с чем-то определяетесь. Да, сомнения еще присутствуют, но вы четко знаете, мои дорогие водолеи, чего вы хотите и, что наиболее важно, чего вы не хотите. Давайте посмотрим, какие есть еще совпадения по горизонтали и по вертикали. Мы можем соединить карты в крайних рядах. И вот я смотрю, откровенно говоря, не вижу. Ну, видимо, в ближайшие дни вот такая, может быть, жизнь, которая, когда на первом плане именно и личная жизнь, или вопросы дома. Может быть, это то, что связано с родственниками или с вашими детьми. И когда мы больше направлены, нацелены на решение именно личных каких-то задач. И доброжелатель, а ведь и правда со дня на день что случится, произойдет, что-то стабилизируется. Не увидела я больше совпадений, поэтому давайте мы с вами узнаем. Пойдем дальше. И коль мы сказали, что скоро и что же неожиданно.
Вот что скоро для водолеев случится или произойдет? Что скоро будет у вас со дня на день? С чем это будет связано или с кем? Ну, правда, девятка земли– это карта финансового благополучия. Это когда у нас полный порядок. Да, кстати, карта говорит 9 по нумерологии. Это всегда преддверие перемен. Имеется в виду, ну, как будто деньги есть, но их неплохо было бы сохранять в каком-то эквиваленте, потому что проходит самодостаточность и где-то наша уверенность, но идет точно так же сдержанность, дисциплина и самоконтроль. Вот у вас должно быть все под контролем. Да, знаете, как какой-то плато вы достигаете, результаты получаете, но это следует сохранять. Тут нельзя жить одним днем, а по пажу воздуха это какая-то новость, весть может прийти, и, может быть, это будет связано даже с кем-то из ваших детей, для кого это актуально. Пажи всегда это какой-то новостной момент и как начало чего-то нового. Вот поэтому здесь вам нужно что-то стабилизировать. Просто даже этот период вам помогает, да? Вот мы посмотрели на картах пасьянса. Ну, слава богу, ничего не переворачивается с ног на голову. Но этот период вам дается для того, чтобы как новые какие-то идеи, может быть, любопытство к жизни, не к соседу, или какие-то еще пока не выровнявшиеся теории, когда вы не можете это создать тезис-план, может быть, да, или не можете что-то просчитать. Но, тем не менее, от этого отказываться нельзя. Может быть, вы будете как раз заняты тем, чтобы думать, как решить дальнейший какой-то вопрос. И вполне вероятно, вы можете столкнуться с какой-то другой точкой зрения или получить какую-то информацию. И вам нужно на это внимательно обратить, ну, как бы свое видение или, может быть, выяснить какую-то ситуацию. Может быть, иногда все-таки паш мечей, да, и когда мы меняем направление. Может быть, кто-то из вас и задумается, вот эти сомнения, а правильно ли я сделала или сделал. Здесь какая-то может накрыть ностальгия. Шестерка воды, именно вот посмотрите, как будто девушка сидит и, глядя в воду, в пруд, она что-то вспоминает. Ну, может быть, еще, вот как знаете, прошлое окончательно или что-то вас сдерживает, или, может быть, есть воспоминания по части отношений. Добрая, конечно, карта, но мы часто говорим, ну, точно так же и пустое ожидание. Давайте так откровенно скажем с вами. Когда мы, может быть, кого-то ждали, человек не откликнулся. Но, знаете, тут какая-то все же ностальгия, а, она может быть в вас самих как воспоминания, могут тревожить эти воспоминания. Но эти воспоминания нам приятные. Мы почему-то думаем, а почему же или из-за чего у нас не случилось или не получилось то, что, чем мы занимались, или к чему шли наши отношения. Карта говорит и об ностальгии, и о каких-то сладких воспоминаниях, именно приятных воспоминаниях, но тем не менее, которые вас могут тревожить. Все же карта говорит: "Не живи прошлым". У тебя теперь, ну, на кону, или вы буквально уже как будто переступили этот порог будущего, и вам не нужно пытаться как будто в реку войти дважды, потому что основная задача– исцелиться. И, самое главное, стремление к безопасности. Вот что скоро. Тут могут разного рода мысли накрывать, но, может быть, вот когда мы сказали, будут перемены, да, и вот надо быть и где-то внутренне с какой-то дисциплиной, ну и, наверное, рационально видеть вещи. Тогда мы понимаем, что, может быть, эти воспоминания и достаточно приятные и сладкие, но, тем не менее, они не имели продолжения. У кого-то это может касаться личной жизни, воспоминаний бывших партнеров, между прочим, или какой-то ситуации, которая в силу причин непреодолимых событий и действий резко вот изменилась ваша жизнь. Но все равно ваша дорога, она как будто в будущее. Тройка земли– это точно. Любая тройка, я всегда говорю, это карта будущего. А земля– это у нас, это условия жизни. Конечно, по этой карте работа в команде. Это новая работа. Может быть, вы приступили к чему-то или вот-вот приступите. Но это еще объединение совместных усилий.
Мы строим фундамент собственного благополучия. И ничего ж не происходит. Тут правда, тут новый ракурс жизни совершенно. Но есть вот, наверное, какие-то сомнения или какие-то весточки из прошлого с учетом пажа воздуха, которые как доносятся эхом, или мы буквально что-то получаем. И, может быть, с этим и приходит некоторая ностальгия, воспоминания. Но обратите внимание, даже, цвета этих карт, вот это вы где находитесь, да, вот такое тёплое, карта Земли, да, то, что есть в нашей реальности, иными словами, условия. А это наши либо воспоминания, да, вода, эмоции, и где-то то, что мы думаем на уровне интеллекта. Ну, как-то непросто. На самом деле все просто, потому что у вас сейчас стабильный период. Ну, по крайней мере, так показывают карты. Уже какая-то история определилась, по крайней мере, на ближайшие дни. Но, видимо, мы не можем себе запретить о чем то или о ком-то не вспоминать, или сожалеть, или когда мы получаем новости какие-то, да, и они невольно нас, ну, как уводят в ту историю, которая была когда-то. Так а что же тогда неожиданно для водолеев? Что неожиданно? Может быть, вы хотели какого-то прогресса, драйва, думали, что какая-то история, она, знаете, будет достаточно динамично развиваться. А здесь нет. Вот тут еще одна карта говорит: спокойное течение жизни. Более того, ведь это колода добра, которую прорисовала Колет Барон Рид, известный психолог, таролог с большим стажем. И она назвала эту карту как будто «не торопись». Тебе даже промедление сейчас помогает. Вот для кого-то это промедление или некоторая заминка может быть как неожиданность. Все развивалось, но жизнь набирает темп, поверьте. Еще одна тройка. И особенно по части тройки огня это всегда работа, денежные эквиваленты или откуда они к нам приходят, откуда мы получаем деньги, какие-то задачи, которые мы должны решать, видимо, сами по себе дела. И когда мы эти дела понимаем, что у нас сейчас, вот, может быть, и нужно сохранить положение финансовое, что-то нужно укрепить, не упустить, безусловно, какую-то возможность, потому что по этой карте расширение возможностей идет. И именно взгляд в будущее, но никак не назад. Путь к успеху и доверие к себе неожиданно. Что-то вы тут будете передумывать. Король огня, может быть, и есть конкретный человек, о котором вы вот вверху ностальгия. Вспоминаете такой харизматичный лидер, да, мы говорим король огня. Но эта карта именно в этой колоде это больше учитель, это больше наставник. Это тот, который, ну, как вдохновляющий именно лидер. И вы можете быть точно так же для кого-то учителем, наставником. Но и есть, может быть, тот человек, на которого вы равняетесь, потому что духовный лидер, он показывает нам, демонстрирует, к чему стремиться. Но, наверное, все-таки я склонна думать, что вот это значение ангел, да, пусть это ангел в вашей душе, внутри вас самих. Это значит доверие самому себе. Определенно вам совершенно необходимо. Но может быть и конкретная какая-то личность, которая вам желает добра. И стоит прислушаться. Да, карта говорит, придется действовать самому. Тут за тебя никто не будет ничего делать. Но вот неожиданно какая-то пауза. Может быть и с конкретным человеком, может быть и с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. Может быть, были какие-то контакты, а тут на день, на 2 контакты как схлынули, нет, да. Но тогда все равно мы, видимо, должно пройти какое-то время, чтобы либо вы определились, может быть, это у кого по отношениям, или вы отправили куда-то резюме, допустим, да, или, вы ищете работу, да, тоже ждете как ответа. Но вот все равно дайте возможность, может быть, или человеку, или буквально руководителю какого-то звена, организации разобраться по данному вопросу, потому что тут нам карта говорит, что какое-то продолжение следует. Так что же для вас, мои дорогие водолеи, неожиданно. Тут, понимаете, тут вам нужно с чем-то настолько четко определиться, чего вы, опять же, хотите или не хотите. Мы ведь часто говорим по семерке воздуха, карта вора. Но в этой колоде здесь совсем не об этом.
наша девушка-ангела изображена среди птиц. И информации будет много. Может быть, это та информация, которую вы специально ищете. И вас что-то может не устраивать. Вы как будто протест такой внутренний кто-то может иметь, потому что я вот так не хочу, я именно по своим правилам хочу. Где-то карта пересекается со всем тем, что я сказала по королю огня. И у кого-то это будет тот человек, который не лично вы, а с которым вы взаимодействуете. И от того, как вы взаимодействуете правильно, и, может быть, ну, где-то не будете давить своим авторитетом, или что вот именно должно быть так, как мы хотим. Мы учимся воспринимать вещи целостными, и одновременно мы учимся воспринимать людей такими, какие они есть. Но при этом, если это касается какой-то разрозненной информации, тогда работа с информацией вам предстоит, когда ее нужно перепроверять будет. Вот интересно, а к чему это все идет? Стабилизация, правда? Смотрите, 2 короля. У кого-то будут согласования в высоких инстанциях или, с официальными лицами. Может быть, это и вы, когда, хотите именно какую-то ситуацию свою укрепить, ваше положение тоже, чтобы оно было более такое, ну, основательное в том месте, где вы находитесь. Или пусть это у кого-то касается работы. И ведь по королю земли это тот человек, который великий консерватор. Вот вы тоже можете сталкиваться с какими-то консерваторами, а ваш дух, он просит свободы, динамики, может быть, да, или именно какого-то, знаете, как душа полета, и хочется, чтобы этот полет каким-то эквивалентом, ну, может быть, даже материальным, был в реальной жизни. Вот вы можете сталкиваться с такими консерваторами, однако, к чему все идет? Ваша задача в ближайшие дни именно для себя сделать что-то хорошо. Тут не совсем драйв, тут больше укрепление собственных позиций. Потому что придет время для старта следующего, но сейчас, может быть, у кого-то буквально вопросы дома, семьи, места пребывания, может быть, решение каких-то задач по части недвижимости или где вы собираетесь находиться в какой-то период. Может быть, это проходят наши близкие, вот именно супруги иногда по этой карте. Но это те люди, на которых мы можем надеяться. Нам уже не первая карта говорит о том, что у вас есть как единомышленник и помощник, к чему идет. Да тут начало-начал какое-то будет. По тузу земли какая-то бумага, добрая информация, какая-то сама по себе как шанс, возможность. Вот правда, не торопите что-то, так и хочется сказать. Потому что я могу допустить. Вот я сказала, да, человек должен определиться, вам промедление помогает. Значит, дайте время человеку подумать. А если это касается важных согласований, может быть, по работе или по документам, значит, тоже должно быть или время у человека, или он должен им обладать для того, чтобы понимать, в чем, может быть, он будет участвовать, насколько глубоко, или если работа, принимать ли вас на работу или нет. Может быть, даже где-то так. Ну, то есть мы все разные, но по тузу земли это ведь всегда как зернышко, которое мы всадим в землю, и в надежде получить богатый урожай. Вот 2 карты земли. То есть ваша задача — условия, мои дорогие. Создать условия вам нужно для будущего прогресса. Вот к чему все идет. И вот очень даже нам говорят, и как будто избавиться нужно. Избавиться от лишних мыслей. Обратите внимание, как будто множество каких-то задач тут в виде бумаг, мелких таких записок, как будто горят. Наша девушка пытается это поймать, но, обжигаясь, она даже не успевает это поймать, потому что тут же лист этот сгорает. Вот есть всегда по десятке жезлов, нам говорят, что ты долгое время что-то, ну, в чем то участвовал или предпринимал, но теперь эти прежние методы не работают. Тут, с одной стороны, неплохо было бы и отдохнуть, привести мысли в порядок в том контексте, чтобы не наделать каких-то ошибок. Но, с другой стороны, ведь это итоговая где-то карта, десятка. Вот то, что ты сделал когда-то прежде. Вот представь себе, что ну, наверное, очень малый эквивалент, что ты можешь с собой взять в будущее. Но, может быть, и есть какие-то идеи, тоже связанные с прошлым, и очень приятные. Но, опять же, это все сгорает на лету. Это не имеет какого-то
продолжения, мои дорогие, и смысла. А у вас тут какая-то трансформация внутренняя проходит. К чему все идет? Ну, по этой карте мы можем немножко все же, знаете, действительно подзаострять или думать так. Это карта паузы. Это карта, когда ничего не происходит. Вот для кого-то из вас вы как будто ожидали драйва, именно какой-то динамики активной. Вот в этом может быть такой препон, когда почему ничего не происходит. Все что-то развивалось, тут вдруг опять стало на паузу. И это где-то четверка воды, она тоже может говорить о паузе. Давайте мы достанем карту совет. Карта совет на ближайшие дни для водолеев, паш воды. А тут у вас что-то доброе, хорошее, мои дорогие. Тут какие-то и добрые вести придут. По пажам это могут быть добрые вести от детей, для кого-то из вас добрые вести или какое-то новое знакомство. Это может быть какая-то история, ну, когда вы находитесь в новом окружении, когда, в принципе, какая-то сама по себе обстановка вам может ставить новые задачи, приносить новости какие-то, когда ваши мысли, тем не менее, пытаются, может быть, как высшие силы, увести в другом направлении, самое главное. Какой еще совет? Ведь это хорошее настроение, мои дорогие. Не ищите, правда, груши на вербе, так и хочется сказать. Тут все произойдет в свое время. Вообще у нас пара выпадает. Поэтому для кого-то договориться, примириться или решить вопросы по части детей, я такого не исключаю. Король Земли и королева Земли. Это двое людей, которые, даже если они думают по-разному, казалось бы, две карты одной стихии. Поверьте, архетипы карт совершенно противоположны. Если мы говорим, король Земли– это консерватор, а королева-то как раз это та, которая умеет сказку сделать былью. Она умеет свое благополучие построить с нуля, адаптироваться к любой ситуации. И если мы говорим про сказку, поверьте, это не просто слова. Та идея, которая рождается у нее в ментальности, она ее притворяет в жизнь. И причем, надеюсь только на самое себя. Она готова много работать, кстати. И вообще, если про образ на семью мы даже, то это та заботливая хозяйка, любящая жена, любящая мать. Это та, которая умеет, вот знаете, дом полную чашу создать. И очень символично, что у вас тут как раз что-то по части дома, семьи, семейного счастья и выпадает. Поэтому, знаете, не время, допустим, рвать отношения. Может быть, для кого-то это важно услышать, хотя ни одна карта нам этого не говорит, но, может быть, кому-то помириться надо, правда? И тогда могут даже дети выступать как, инициаторы примирения. Здесь может быть и, человек, который вам, ну, написал или позвонил, или какой-то контакт, и мы идем на этот контакт. Мы тут, понимаете, мы не рушим. Да, мы по прошлому сделали выводы какие-то, но мы идем дальше. Но я должна сказать, если примириться можем, тогда нам все карты говорят: "Не вспоминай былое". Да, мы иногда так тоже можем сделать. А ты помнишь, что ты сказала? Ага, помню. А помнишь, как ты сделал или поступил? Вот что-то такого не должно быть, потому что любовь, согласие, уверенность– новое качество жизни. Вот к этому надо стремиться. К семье, может быть, буквально так. Для кого-то создать семью. А если вы один или одна, то тогда все три карты приглашают вас, мои дорогие, задуматься всерьез об этом. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Необычный расклад получился. Буду благодарна вашим комментариям. Я всегда с удовольствием читаю ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Переходите в описание под видео. Там я оставила ссылки на статьи на своем сайте, последние статьи. Там статьи с гороскопами на неделе, может быть, именно гороскопы, может быть, кому-то больше подсказок будет. Какую-то свою историю вы сможете как будто сверить с энергиями, которые в ближайшее время будут присутствовать в нашей жизни. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.